Привет! В прошлом видео я делал сравнение двух полипропиленовых фитингов, а именно МРНок и углов. Сегодня же будет вторая часть сравнения, и посвящена она будет такому фитингу, как американка. Поддерживайте мои выпуски лайками, а также подпиской на мой канал. В сравнении будут участвовать 9 брендов и 10 американок. Две из них от одного бренда Teba. Теперь по категориям сравнения. Их будет 5. Конструкция, вес, резьба и гайка, толщина стенок и внешний дизайн. Начну с конструкции, и это, пожалуй, главный вопрос. Основных типов американок 4. Первый тип – это американка под плоскую прокладку. Именно за счет этой плоской прокладки и достигается герметизация соединения. Такой тип американки подвержен раскручиванию, особенно в системах с постоянным перепадом температур, например, в отоплении или горячем водоснабжении. Еще одним недостатком есть сложность при монтаже. Такой тип американки требует точной соосности трубопроводов. Кроме этого, когда две части такой американки спаяны, бывает, что зазор между ними очень маленький и трудно в него поместить прокладку. Также при этом она часто выпадает. Это проблема, когда соединение где-то сверху, и тогда такая американка приносит массу неудобств. Второй тип – это американка под плоскость с резинкой в пазу. Этот тип американки практически не подвержен раскручиванию при перепаде температур рабочей среды. За счет наличия паза резинка точно фиксируется в одном месте. Единственный минус такой конструкции – это малая толщина стенки в месте паза. При чрезмерных усилиях при монтаже возможен излом именно в этом месте. Третий тип – это американка под конус с кольцевидной прокладкой. Эта конструкция не имеет проблем с раскручиванием, наличие конуса сглаживает минимальную несоосность трубопроводов. Эти же преимущества присущи и четвертому типу американок – это американки под конус с конусным уплотнителем. Преимущество над третьим типом в дизайне прокладки – она больше и лучше компенсирует несоосность. Я расположил типы американок от стандартной конструкции к лучшей. Я бы отдал предпочтение четвертому типу конструкции американок. Итого, что мы имеем по образцам? Американки Teba 2 – это та, что серого цвета, и Pipelife имеет конструкцию первого типа. Teba 1 – конструкцию третьего типа, SG Plast – четвертого. Все остальные имеют второй тип конструкции. Теперь переходим к весовым характеристикам. Как и в предыдущем видео, я буду сравнивать не только реальный общий вес изделия, а также буду сравнивать реальный вес с весом в паспорте изделия. Наиболее тяжелая американка у Blue Ocean, ASG Plast и Rager. Образцы Pipelife Teba 2 и Thermalliance получают по минус 0,25 балла, а CAS минус 0,5 балла из-за большой разницы между заявленным и реальным весом. Итого, после двух раундов сравнения на первых трех местах расположились ASG Plast, Blue Ocean и Rager. Третий раунд сравнения – параметры резьбы и накидной гайки. Здесь будет несколько пунктов сравнения. Количество витков на внешней резьбе, защитное внешнее покрытие, наличие насечки на резьбе, размер граней под ключ, острота граней, шаг резьбы. Первые три пункта повторяются из примера по американкам. Наибольше витков у Blue Ocean и Thermalliance по 7. Ширина граней влияет на удобство их захвата ключами. Чем шире грань, тем удобнее ее будет монтировать. Здесь снова среди лидеров Blue Ocean. Острота граней. Здесь рассматривается тип многогранника на накидной гайке. Есть два типа – с условно острыми гранями и со сглаженными гранями. Для монтажа удобнее монтировать американку с острыми гранями. Тогда ключи не соскальзывают, особенно когда у инструмента уже есть определенная выработка. В этом плане удобные грани у Pipelife, ASG Plast, Teba 1 и Valtec. Важной деталью есть тип внешней резьбы, которая соединяется с накидной гайкой, а именно тип и количество витков. Типа может быть два, это резьба дюймовая и метрическая. Последняя имеет более мелкий шаг, и такое соединение не подвержено раскручиванию, как дюймовая резьба. При этом еще витков резьбы у метрической резьбы больше. Здесь в лидерах ASG Plast, Blue Ocean и Thermalliance. Четвертый раунд – толщины стенок. Здесь я замеряю такие размеры:
толщина стенки полипропиленовой втулки, внешний диаметр, толщина резьбы, толщина накидной гайки и проходное сечение. Итого наибольшие толщины стенок у SG Plast, TEBA 2, Valtec и Blue Ocean. И теперь последняя категория сравнения – внешний дизайн. Здесь приветствуется наличие направляющих на полипропиленовой втулке. Кстати, этих направляющих нет ни на одной из американок. Также плюсом есть наличие информации о диаметре и давлении. А теперь подводим итоги. На первых трех местах расположились SG Plast, Blue Ocean и Rager. Далее расположились Valtec, обе американки TEBA, Thermalens, Pipelife, SPK и CAS. На этом все. В следующем видео будет сравнение шаровых кранов из полипропилена. Всем спасибо и до новых встреч!